Дорогие, здравствуйте! Рада вас всех видеть. Сегодня у нас будет еще один интересный эфир. Это будет интересный эфир с Юлией. Юлечка, пожалуйста, сделай... вот все, ты сделала запрос. Тату-мастера мы хотим поговорить о татуировках, мои дорогие. То есть будем смотреть, будем слушать, что нам этот человечек расскажет. Да, вот именно мастера тату у меня еще не было, поэтому мы решили. Юль, добрый вечер, моя хорошая, здравствуй. Добрый вечер. Звук нормальный, я думаю, все окей, да? Звук отвратительный. Звук отвратительный. Сейчас ничего, так более-менее? Нормально. Нормально, все. Еще раз хочу представить, это Юлия, она мастер тату у нас, то есть поэтому после эфира, пожалуйста, обращайтесь, я думаю, ей это будет интересно самой, много новых людей, много интересных людей и вообще по татуировкам, да, то есть вот к этому. Так, смотрите, то есть я буду задавать Юлечке немножко вопросы, и мы будем разговаривать. Ничего такого тут, такого прям страшного нет, Юль, поэтому не переживай, все будет окей. Она у нас первый раз в эфире, поэтому посмотрим. То есть будет, я думаю, все будет хорошо. Так, прежде всего, расскажи немножко, когда ты начала заниматься и почему ты выбрала именно вот татуировки. Она меня сама. Я решила сделать себе тату и занялась поиском мастера. Мгм, А потом мне стало интересно посмотреть процесс. мгм, А потом мне стало интересно найти хорошего учителя, и как-то так оно все само сложилось. мгм. Она меня сама выбрала профессию. Слушай, ну надо быть вообще художником, я так думаю, да? Просто так ты же не пойдешь туда. Вот. Да, Я, я, по-моему, видела твои рисунки, да? По-моему, что-то мы уже такое было у нас с тобой. Вот, и то есть мы в восторге тогда с Юлей, с другой. У меня одни Юли вокруг, это все, это надолго, Юлька, готовься. У меня Юлька, если в жизнь приходит, это все. То есть вообще у тебя есть художественное или что-то образование? Откуда у тебя талант вообще обалденный, конечно. я в художество входила один раз в детстве, и Ага. мне там было неинтересно. А я Солнце. просто брала у мамы журнальчики картинки в детстве и срисовывала. В принципе, Ага. Хорошо, понятненько. Слушай, вот татуировка сейчас стала у нас такой вид искусства. Уже достаточно давно, то есть я вот сколько смотрю, у меня у самой есть татуировка, да, сделана очень давно, я даже не думала, что такая старая. Просто недавно вспомнила, когда я ее делала, я на 25-летие себе сделала, то есть она очень старая. Её, конечно, перебить уже невозможно. У меня смотрели, говорит, конечно, кто тебе там делал. Ну, правда, у меня, я тебе честно скажу, у меня этот человек после меня попал в психушку. По-моему, ему хватило. Что-то там было не так, понимаешь, что-то пошло не так. Ну, ладно. А вот действительно, как стало, вот как искусство. Я просто сейчас хочу немножко коснуться тюремных татуировок. Я не буду глубоко уходить, да, но вот я так думаю, что некоторые значения, которые народ любит вот штамповать сейчас, то есть они, в принципе, значение имеют немножко другое. Вот если мы возьмем, к примеру, тот же самый крест, да, то есть я очень отрицательно отношусь, когда делают дату рождения, например, дату смерти, дату рождения еще ладно, дату смерти ставят и потом крест ставят. У тебя, ты слышала какие-нибудь случаи такие интересные, что, знаешь, вот человек после татуировки, какая-то реакция у него была, то есть что случалось с ним или что-то происходило? ну, не после тюремных, но один случай интересный у меня был. Мне пришла девочка, она с мужем делала себе парное. У нее там одна любовь и его имя, а у него, соответственно, одна любовь и ее имя. Они так хорошо всегда дружненько жили, а потом как-то я узнала, что они разошлись. Она говорит, она была у какого-то там мастера-эзотерика, а мастер сказал, что зря вы это сделали, потому что вы и жить нормально не сможете, и разойтись не сможете. И мы перекрыли ей эту татуировку, и спустя через, наверное, наверное, месяц-полтора мне нужна была модель на перманент. Я ей Мгм. звоню, говорю, Вика, ты хотела бровки, а у нее как раз такое фотогеничное личико хорошее. Приходи. Она говорит, ты не поверишь, я нашла молодого человека, вышла замуж, уехала в другую месяц после перекрытия. То есть сработало все равно, значит, все-таки Да, есть вот это вот, на есть, самом деле, то есть. есть, Парные татуировки мгм, это вообще, я очень плохо к ним отношусь, потому что они привязывают очень сильно, и мгм, неизвестно, как человек себя дальше поведет. мгм. Слушай, я просто сейчас ты стала говорить, и у меня на самом деле недавно это, я вспомнила случай тоже. Человек, мужчина набил себе татуировку именно жены своей. Буквально полгода они разбежались. Вот ты знаешь, хотя там любовь тоже была такая, ого-го. То есть и тоже там перебил, короче, он ее просто вот как затер, да, но все равно это же, как говорится, кто-то остается, ну,
скажем так. Слушай, и знаешь, что я еще хотела сказать по себе, то есть я просто тоже это хотела рассказать. Я себе сделала татуировку скорпиона когда. Хотя лев, да, мне все, ой, ты скорпион, что ли? Ну, это как обычно, знаешь, ты же думаешь, что гороскоп Ну да. а, ставишь себе, да, рисуешь, что-то такое. Вот. А факт то, что я заметила тогда, у меня никогда не было друзей скорпионов. Как только я себе сделала татуировку, у меня вокруг одни скорпионы появились. То есть вот это вот было очень достаточно интересно, вот это у меня такое, я так, ага, что можно еще придумать? Ну и смотри, я к этой же теме. Можно ли вообще, как ты думаешь, можно ли татуировкой вот что-то себе притянуть, либо оттолкнуть? Вот, к примеру, Ну, там, смотря например, какой дача. смысл. Мгм. Потому что смысл каждый себе закладывает татуировку сам, не обязательно читать, потому что у каждого мастера, к примеру, какая-то татуировка будет иметь свое значение. Мгм. Каждый человек тоже закладывает. Это как сонник. Сонник Фрейда, сонник Юнга, сонник Мгм. Миллера, сонник бабушки. У каждого свое. Мгм. Ну, а вот ты же постоянно при контакте с человеком, да? Ты вообще не болеешь от людей? Понимаешь? Потому что вот я все равно план эзотерики немножко пытаюсь, знаешь, так, у меня нет-нет, я туда кашу глазом. Понимаешь? А вот ты не болеешь иногда, вот приходят же люди, наверное, вампиры такие сильные, знаешь, гипервампиры, что они вытягивают что-то. Или вот Да, отвращение но вот я... к человеку, что не хочешь. Вроде чистенький, хорошенький, а вот не хочется. Да, да, есть Понимаешь? такое. Есть даже я изначально вижу, вот у меня на днях был случай, я изначально в начале первого сеанса видела результат второго. И потом я сутки лежала, потому что мне было физически очень Мгм. плохо. Потому что мальчику было больно, была кровь, было куча всего. Хотя человек хороший. Мгм. Ну, В кстати, общем, вот это после вот. сеанса нужно полежать, Мгм. прийти в себя. Мгм. Ну, да я знаю, Есть что у тебя такое. есть свойство все равно еще и чистить людей, понимаешь? То есть мы это уже, наверное, говорили, что у тебя есть Мгм. свойство, и, наверное, ты вот это вот тоже на себя хапаешь капитально. Да, да, после людей, которые вот проходит безболезненно, ну, мне нормально. А Мгм. если человеку больно, ну, соответственно, мне тоже. Мгм. Через денечек какой-то. Я сейчас, знаешь, тебе тоже случай расскажу. То есть по клиентке по одной, то есть она давно-давно была, скажем так, да, то есть и вот успешная. Вот я сейчас немножко опять к удаче вернусь. Очень успешная женщина, то есть там, во-первых, дома все, да, как говорится, и вообще карьера обалденная, бизнесменка и там капитально. Она, то есть, когда пришла, я не могла, у нее стало все рушиться, ни с того ни с сего. То есть, ну, негативчик, да, как я это называю. Не Мгм. могли понять, в чем дело. Когда стали смотреть ее, там, ты знаешь, вот пятно, я говорю, что за пятно? На спине пятно. Она говорит, у меня татуировка на всю спину, недавно сделала. Ну, как, вот знаешь, там недавно, да, пока она там заживет и все. Она прислала фотографию, а у нее дракон. Но проблема была в другом. Дракон закручивающийся. Знаешь, но он был закручивался там немножко в другую сторону, то есть не так, как надо. То есть, получается, он не брал, вот, например, да, вот я по своему смыслу это, что она не могла брать, а наоборот, вот откидывала от нее все. Мгм. Понимаешь, вот это вот. И то есть пришлось эту татуировку немножко доделать, то есть ее надо было закончить, она как будто незаконченная даже была. Понимаешь, то есть когда вот это вот сделали до конца, то есть она пошла там, добила кое-какие вещи, у нее все пошло как по маслу. Понимаешь, вот опять стало восстанавливаться все. Я тоже, я, честно говоря, тогда тоже удивлялась. Я говорю, надо же, вот, ну, в принципе, татуировка, да, искусство, красиво. Но, ё-моё, вот такие вот реакции происходят. Вот, Ну вот да, это вот некоторые интересно. вещи надо знать, как делать правильно. А какие вообще Потому сейчас модные татуировки, кстати? а у каждого свои абсолютно потребности. Мгм. Слушай, а вот это вот раньше было одно время вот эти китайские иероглифы. Но еще все балдели, да, там у тебя там холодильник написано или еще что-то, понимаешь? Сейчас Мгм. вот это идет Мгм. такое? Или сейчас что-то какие-то вот именно Да. с надписями? Есть? Есть некоторые, допустим, они углубленно изучают китайскую культуру, они точно знают, что Мгм. какой иероглиф значит, где его нужно носить, то есть они приходят уже подготовленные. А некоторые хочу китайский иероглиф. Говорю, окей, нужно знать, что к чему. Мгм. Я хочу вот этот, мне нравится по форме. Говорю, а вдруг там какая-то гадость? Мгм. Ну, мало ли, я хочу. Я Говорю, ну хочу. окей. За ваш каприз любой, за ваши деньги любой каприз, да, хочешь сказать? Ну да, да. Ой, чудо. Сейчас, подожди, я немножечко. Да, вот сейчас я себе накидала тут пару этих, да, как говорится.
Есть ли какие-то интересные, вот по эзотерике, да, все равно ты в эзотерике у нас там находишься, по эзотерике какие-нибудь интересные изображения? Там, я не знаю, знаешь, Интересно. крылья, например, вот такое вот, что такое необычное, ангелов. Ну, не знаю, мне не приходилось ангелов Мгм, видеть, поэтому не могу сказать по этому поводу. мгм. Слушай, смотри, тут Элла пишет, а когда набивают демонов, привязывают его к человеку? Возможно. Да, вот Возможно. интересный вопрос. Никогда, честно, я тоже никогда не задумывалась. Вот если, может быть, у тебя там, у них характер не меняется? Или... Меняет. Очень меняет. Я стараюсь переубедить человека делать такие вещи. Мгм. Мгм. Вот я, например, видела, знаешь, что татуировки, такие гробы. То есть вот я была всегда в Да, шоке, когда, например, такое ставят. это тоже я не понимаю, зачем. Я, в принципе, смысл я не смотрела, не искала, но примерно понятно, к чему, но зачем, я не пойму, Мгм. поэтому... В Мгм. общем, те вещи, которые мне энергетически не нравятся, когда человек приходит, и я вижу беда, я Мгм. их не делаю. Я так и говорю, я этого делать не буду. Мгм. Давайте То есть ты решать. отказываешься тоже, да, если Да, чувствуешь? да. Птица Феникс, интересно, как влиять будет? Ну, я думаю, хорошо будет влиять, если птица Да, это Феникс. будет очень хорошо. Мгм. Она будет помогать Мгм. в нужный момент. Так, вот как раз здесь тоже еще надписи. Нет, не то. Сейчас, подождите одну секундочку, хорошо? Ах. Кстати, знаешь, вот я еще по какому поводу хотела просто предупредить некоторых людей. Делают руны. Понимаешь, то Мгм. есть я всегда очень против этого, потому что, во-первых, руны активируются кровью, а все равно ты его ставишь на, как говорится, на тело, то есть оно в Да. себя вживается. И плюс у рун есть такое качество, что оно до определенного момента дорабатывает, потом это надо уничтожить, да, либо там переработать, что-то сделать с этим. И знаешь, еще в чем проблема? Всегда, когда ставят, мол, что такого, мол, счастливые руны или что-то. Я окей, счастливые руны хорошо, да, бывают такие. Но проблема в том, что человек иногда не понимает. Ставит в основном же на руку вот куда-то, да, вот такой вот ставит. Что человек может, Не например, обязательно. поднять, ну вот поднять руку, да, и уже руна будет Оно перевернутая. регулируемо. Да, то есть вот это вот. И знаешь, еще сейчас просто вспомнила про поднять руку. У меня есть знакомый очень хороший. Он был в таких войсках, где орлы, что-то там с орлом было связано, какие-то королевские войска, как он называл, знаешь, что такое вот. Но это было очень давно. И он говорит, а им запрещали ставить татуировку. И они, говорит, ночью втихарюшку им кололи при свечке, короче. Вот это, знаешь, что как память в армии, там, с армией все. Говорит, представляешь, вот, говорит, и, говорит, лег, друг, говорит, лег и взял, вытянул руку, ему это накололи. Он, говорит, опускает руку, у него попугай, говорит, на руке, говорит, вместо орла. Там, ну, это, говорит, воспоминания на всю жизнь. Я говорю, ну, ё-моё, говорю, ребята, вы что? Что набивают на удачу? Не просят у тебя такое, кстати? Вот что-нибудь на удачу, Четырехлистный клевер. да? И такой Да. больше ничего, да, в принципе, она, ну, блин, как-то просто. А, Каждому свое. кстати, сейчас вот в моде какие вот, например, я, знаешь, вот одно время было вот, ну, я здесь по Германии, да, там девчонки набивали себе рукава, например, прям, немцы же любят вот такие вещи вообще капитально, вот если делать так по самой не горюй, да, там, вот рукава набивали, там розы, знаешь, вот такое вот все, там цветное все это было. Сейчас вот что вот больше такое в моде? Сейчас нет конкретно какой-то ноты. Я вот смотрю по клиентам. Я работала в одном городе, теперь в другом. И вкусы у людей совершенно разные, абсолютно. То есть чем больше город, чем больше у человека возможности посмотреть, тем у него, соответственно, больше. Если человек видел какую-то одну-две картинки там когда-то давно, у него все, полет фантазии на этом ограничен. Угу, Конкретной какой-то моды, понятненько. там, тенденции я не замечаю. Ну, кому цветочки, кому викинги, кому Мгм, буковки, кому надписи на латынь. мгм. Совершенно разные. А ты когда вот делаешь, когда к тебе приходит клиент, ты прям сама рисуешь вот это вот, вы как это делаете эскиз, или всегда вот именно откуда-то берется? И рисую сама карандашиком, мальчик, Мгм. как в детстве. Капец. Ну, короче, талантов у тебя хватает, это мы уже поняли. Сейчас, подожди-ка. Да. А,
Так, есть ли вообще денежные тату, которые реально могли бы помогать? Такой вопрос. Знаешь ты? Не знаю, не знаю. Говорят, доллары вот с этим вот треугольничком, с Мгм, масонскими вот этими мгм. символами, читала, такие ходят теории, что они якобы там что-то помогают. Но вообще, если сидеть попой на диване, деньги на голову не будут никакая татуировка. Ну, это да, это логично. Бесполезно сидеть, надо что-то делать, как-то шевелиться. И Да, знаешь, шевелиться надо. меня что еще интересует, вот я тоже видела, вот сейчас в последнее время, опять же, да, очень много стала замечать, как-то особо не обращала внимания. То есть это татуировки, которые вот для меня не имеют смысла. То есть, знаешь, вот там клоун тут, там, ну, вот, знаешь, вот как разбросанные, то есть нету вот никакого такого прям по всему телу. И, кстати, у девчонок в основном. То есть вообще Мгм. непонятно что. Что вообще это за Вот мода такие вот такая? маленькие Да, да, картинки. да. Это стиль такой. Молодежь любит такое. Там одну картиночку, там другую, так постепенно Мгм. забивает нога, рука, спина, маленькие, связанными абсолютно в одну картину. Мгм. Просто я, во-первых, мне самой интересно такое. Я говорю, когда я стала замечать, когда особенно вот про татуировки что-то одно время стала задумываться, я смотрю, вот молодежь прям, знаешь, вот и оно для меня как-то не имеет смысла. То есть, вот что оно все раскидано по всему телу, и непонятно, что это такое. То есть я очень люблю татуировки, красивые. Я прям это. А, еще знаешь, какой вопрос? Есть ли места, на которых нежелательно делать татуировку? Что она может, например, либо не пойти, либо там размазаться, что-то еще. С точки зрения физиологии, да? Мгм, да. Ну, это, естественно, костяшки, пальцы, суставы, Мгм, локти, коленки. Там мгм, кожа очень быстро обновляется, и она просто структурируется. Ну, практически тоже, как и на пятке. мгм, Ходил, педикюр сделал, и все, йоги. мгм. Мне жалко, На понимаешь, я лице всегда смотрю. нежелательно, на голове тоже нежелательно. Ну, это Мгм, очень больно, не очень приятно. мгм, В районе сердца может быть физически очень-очень больно. мгм, Долго мгм. делать. А кому Но, в легче делать, принципе, полным людям или худым? Во. чем у кого он кожа мягкая и нежная. От веса не Это зависит. особо, то есть не зависит совершенно, да, ну просто, или ты по Абсолютно. костям бьешь, да, а то вот представь, я к тебе, во-первых, Да. если бы я к тебе приехала, какая площадь, понимаешь, можно делать все, что угодно, какая-то площадь, все забьешь, как говорится, да, это одно, да, Мгм. второе, ну, блин, там же слой-то такой не маленький, понимаешь, до кости не достанет. По костям неудобно, да. С другой стороны, если человек полный, а он хочет, к примеру, на животе, во-первых, это не эстетично, во-вторых, площадь, поверхность нестабильная, рисунок Мгм, будет потом кляксы. Ну и неудобно, когда там холодец. мгм, И даже я, к примеру, не смогу оценить картину, потому что она будет плыть постоянно в мгм. процессе. По А вообще растяжкам будет. добиваете ли растяжки, блин, ну растяжки, да. Это, слушай, а вот именно цвет теряет, какая вот именно цветная быстрее, ну, наверное, цветная быстрее, да, теряет цвет? Нет, Нет? нет. Если хорошие пигменты, и хорошо ухаживать, цветная остается цветной, а черный, естественно, станет более графитовым, потому что кожа у нас бежевая, Мгм, а мы вводим пигмент под кожу, и плюс ультрафиолет, и она станет такой синенько-синей через мгм, несколько лет. Ну, в зависимости от ухода, особенностей кожи, от ультрафиолетового излучения получаем. мгм, Но, в общем, цветная будет дольше хорошо, чем черная. мгм. Понятненько все. Сейчас, и самые странные тату, которые тебе встречались, которые ты вот, может быть, не ты, может, твои коллеги какие-то что-то рассказывали, понимаешь? Странные. Это тема эфира 18+. Ну, ну, немножко можешь так вот, я понимаю, на Ладно, интимных немножко. местах, да? Картинки из порнокомиксов. Прям со всеми прелестями, вот как для взрослых. Это, Боже это мой. делала моя коллега себе. Ага. Она уехала сейчас в Штаты. Ей 25 лет. Мне просто... Она такая очень классная, креативная девочка. Но у меня, ну, пусть делает как бы ее тело, да, в принципе, она может делать с ним что хочет. Но мне просто интересно, у нее будут когда-то дети.
Мгм. когда-то нету, как она Такой- ему будет это объяснять. Слушай, я, знаешь, тоже был у меня такой разговор раз с человечком, с девушкой, да, и она говорит, хочу себе татуировку слона. Знаешь, вот на всю грудь вот так, да, чтобы уши типа вот на грудь легли. Вот опять в теме 18+, да, я говорю, слушай, ну, представь, да, ты вот к старости, и что будет с этими ушами, и когда твоя грудь начнет вот силу притяжения испытывать, понимаешь? Что-то будет происходить, поэтому подумай, говорю несколько раз. Все, вообще интерес пропал сразу, то есть окей. Так, а как влияют тату знаков зодиака? Ну вот, в принципе, наверное, в начале, что я сказала, да, что я вот сделала себе вот именно скорпиона, это элементарная такая-то, и у меня вокруг Мгм. скорпионы стали появляться. То есть, наверное, вот все равно притягивает, татуировки притягивают. И сейчас такой Но мне вопрос. кажется, если Ага. делать свой знак зодиака, мне кажется, она будет усиливать свойства вот Мгм. типичного знака зодиака, типичных представителей. Она будет усиливать. Мгм. Но главное, чтобы это не было занадто. Мгм. Как- Слушай, и знаешь, я просто тоже еще хотела к этой теме какую сказать. Я слышала просто такое, да, то есть все равно мусульмане тоже колят, как говорится, тату. Как они говорят, что если татуировку наколол, то ты не попадешь в рай. Слышала такое? Короче. Нет, не рай, не ада. Вот. Ну, я тоже так всегда говорю, я просто всегда балдею. То есть, ну, был такой разговор. Так, сейчас, подожди еще, моя хорошая. Эм, Вот именно на то, что вот изменить жизнь, знаешь, вот именно тату какую-то делается, чтобы изменить жизнь. А вот, слушай, нет, я сейчас немножко другой вопрос. Забивала ли ты когда-нибудь, вот когда у человека, например, после пожаров, да, там восстановление, там лицо, например, изуродовано, да, либо что-то, вот делала ли ты такое что-то? Ну, в смысле, шрамы перебивала, да? Да, шрамы забиваются ли они? Да. Можно, да, такое делать? Можно и нужно, в основном так и делают. Там есть нюансы особые техники, потому что не любой стиль подойдет, потому что пигмент ложится очень тяжело и плохо, но в общем это делают. Потому Мгм, что лучше ходить с большой татуировкой на полтела, чем... мгм. То есть, потому что я знаю, что, ну, у меня есть тоже человечек, у которого шрамы на руках очень сильные, притом. Там не самоубийство, не подумайте, никто, пожалуйста, да, но есть такое. И вот когда-то отказали, то есть, ну, это было, наверное, лет 10 назад, то есть отказали именно забивать, сказали, что не возьмется. Ну, не знаю, я без проблем берусь и делаю, и девочки счастливы, потому что, как, допустим, у меня была одна после тяжелой аварии, у нее практически вся правая рука была в ужасных шрамах, и кожу пересаживали, в общем, это было так Мгм, уже, чем мы сделали огромные цветы практически на всю руку. Она говорит, я лет 10, наверное, ходила, прятала, и зимой, летом ходила с нами, мгм, потому что если теперь все, кайф, мгм. счастливый человек. Ну, видишь, какая помощь все равно. Ты тоже такой небольшой ангел-хранитель, скажем так, людям все равно жизнь меняешь, даже тем, что забиваешь. Вот этот. И еще, то есть, стоимость татуировки. То есть я понимаю, что в разных странах мы с тобой находимся, да, естественно. Я знаю, Мгм. что, например, в Украине это гораздо дешевле, чем у нас, да, и мастера тоже неплохие. У нас хорошие мастера, ничего не скажу, но все равно цены у нас такие, ого, как говорится. То есть, Я еду к вам. ты знаешь, нет, я тебе скажу, что у меня, в принципе, вот такая вот татуировочка, я на то время я отдала 250 евро. То есть, но это были бешеные цены. То есть, вот как бы сейчас, например, она 1500 бы стоила. Ну, вот я имею в виду, что тогда очень. Потому что там и эскиз мне делался, значит, специально, и все это такое делался. Сейчас, подожди-ка, тут как раз вопросы есть. Если тату шиншиллы сделать, наверное, шиншилла, скорее всего, шиншина сделать, то получится, женщину будешь притягивать. Женщины, фу, блин. Женщина. Женщина, я шиншиллу читаю, сделать, то получается, женщине будешь притягивать. Ну, получается, это, в принципе, я так думаю, приворота работает. То есть, если такое. Я думаю, если сделать себе тату женщины и тоже сидеть на диване, она на голову не упадет так же, как мешок деньгами. Ну да, слушай, точно. А, кстати, вот про, когда раньше на грудь накалывали именно, там, например, Сталина, Ленина, да, тоже же это какое-то значение имело. Там, по-моему, что-то с расстрелами было связано, нет? Не знаю. Не Как знаю. по мне, это фанатизм чистой воды, я такого не Мгм. приветствую.
Нет, я просто знаю, что мне говорили об этом, то есть ну, я все по своим клиентам, как говорится. Что вот принцип, потому что стреляли когда в грудь, то есть если, например, расстреливали, да, там в то время, когда расстрелы были, что они вот не могли, как бы они, получается, что как Сталина там или в Ленина стреляют, понимаешь, и, то есть, ну, все равно выстрел в Может, голову. они делали это себе с целью как бы защититься от такого подхода. И знаешь еще что, вот ты сейчас говорил на пальцах, да, плохо делать, а вот и тоже в моду сейчас вошло делать вместо обручального кольца татуировку, Да, делают, да, держит. да. А потом выводят и лазером выводят. Тоже делают. Все равно, например, то же самое, что имя написать, да, и потом все равно Да, разбегутся. Поэтому, друзья мои, тоже. не делайте, пожалуйста, это. Лучше купите кольца по-простому. Ну, А, знаете, сейчас купить дороже, чем тату на пальце сделать. вот точно, блин. Тату Нефертити на женщину как-то влияет? Думаю, да. Потому что женщина была сильная, знатная. Мгм. Красивая Поэтому ее потом. качества будут передаваться, мне кажется, Мгм. немножко. Но опять же, правильно делать нужно. Правильный лунный день. Вот, кстати, подбираешь какой-нибудь лунный день или прикалываешься просто? Шучу я, конечно. А то кто его знает, может, ты там тоже сидишь, высчитываешь, можно в этот день делать или нет, понимаешь? То есть всякое же Нет, ну бывает. почему? У меня, к примеру, есть такое, что я вот просыпаюсь, и у меня сеанс, а мне не хочется, мне настолько не хочется, что я лежу, встать не могу. Ну, потом, получается, либо клиент не приходит, либо мы меняем эскиз миллион раз, либо там еще что-то происходит. А другие, наоборот, у меня выходной, мне звонят, я хочу сделать букву А через 15 минут. Хочешь, не хочешь, Не надо. спрашивайте, не спрашивайте, почему именно через 15 минут, почему букву А, и почему на этом месте, и почему в эту сторону наклон. Я так решила, мне так нужно. Я говорю, ну окей. Там еще девушка спросила тату дракона. То есть можно ли вообще делать тату дракона? То есть это опять же, это у нас китайский японский стиль, да, получается все равно. Ну да, это нужно хорошо сесть, изучить эту мифологию, что к чему подходит, не подходит, потому что можно себе тоже наделать. Мгм. Но все равно, я говорю, Да, когда вы выбираете тату, пожалуйста, смотрите, что вы себе делаете. Это самое главное всегда. А да, и то самое главное, нужно выбрать мастера хорошо, потому что мгм. если мастер с руками не оттуда, откуда надо, то потом будет больно, дорого и долго как, говор- переделывать. как говорится, это знаешь, вот когда ищут подешевле, потом два раза Да, да, переделывают или три раза, ага. То есть такой, сейчас подожди. подешевле, еще домой пришли. Вот так. Мне сказали, что я одинокая, потому что я сделала себе Нефертити, задумалась. Иван, я не думаю так. Вот честно, Иваночка, солнце, я сомневаюсь, что именно настолько это связано будет. Ой, это дело не так. Вот. Тату спираль, спасибо большое. Можно я тут к спирали немножко скажу? Нужно. Друзья мои, друзья мои, когда вы делаете спираль, все, что со спиралью связано, вы должны понимать, в какую сторону она у вас крутится. Она крутится по часовой или против часовой. То есть вот принцип выкручивания шурупа. Понимаете, если вы его выкручиваете, вы выкручиваете его в какую сторону? Вот подумайте. То есть вы, получается, убираете от себя. А когда вот поэтому, когда делаете спирали, посмотрите, в какую сторону, чтобы у вас не было такого, что у вас все, что у вас было, вы откидываете, как говорится, да, то есть убираете из своей жизни. Будьте аккуратнее с этим. Так, самый популярный женский тату. Меня тут как раз спрашивали. Есть такое? Цветы, конечно. Девочки Цветы? любят. Да. Блин, ну так Большие. просто. Ну чё, блин, цветы. Все банально. Я не знаю, я бы себе Супер Марио, например, наколола, да, там, или, скажем так, Супермена какого-нибудь, что-нибудь такое, повеселее, то есть показывать каждый раз. Да, то есть это вот к этому. И еще, подожди секундочку, стоимость тату, вот именно опять же к стоимости мы вернемся, она зависит от того, насколько она вот по размерам, да, и, например, у всех мастеров одинаковая, ну вот цена, или все-таки там зависит еще от каких-то вещей. От размера, от сложности, от наличия мелких деталей, от стиля, от уровня мастера, от стоимости его расходника. Потому Мгм, что если я работаю с китайскими соли, это одна стоимость, а если с Америки, это совсем другая. мгм.
То есть Поэтому, полностью уже, ты уже заранее как бы предупреждаешь, да, наверное, сколько это будет стоить, чтобы человек готов. да, да, я сразу говорю, что это будет вот там такая сумма плюс-минус, там, ну, допустим, процентов 10. Мгм, мгм. Ну и, естественно, плюс от количества затраченного времени. Слушай, а вот, например, забить, скажем так, рукав мы сейчас возьмем, да, потому что я люблю очень рукава, ты не представляешь, как я люблю. Мгм. Я всегда мечтала, но у меня, так как у меня размеры варьируются, понимаешь, не просто так подобрать что-то, потому что я же то увеличиваюсь, то уменьшаюсь. Естественно, у меня тут то растягивает, как говорят, накали улыбающегося ежика, да, ты шире, и ежик больше улыбается. Вот такой принцип. Эм, вот именно забить, если рукав, да, там, сколько надо, например, если это сложный рисунок какой-то, да, сколько надо вот к тебе раз приходить, то есть оно же за раз все равно не забьешь. Нет, конечно, смотря ну, какая рука у человека. Если человек маленький, как я, к примеру, 50 килограмм веса, то это, ну, раза, опять же, все зависит от стиля и от сложности. 3-4, если человек 100 килограмм, и у него огромная бицепса, как пол, естественно, там объем работы в 2 раза больше. Плюс еще Ой, плотность ты, наверное, кожи. полгода бы точно мне делала, понимаешь, с такими, с моими, я говорю, у меня столько места для того, чтобы там это все делать. Ну да, нет, я еще сейчас подожду немножко так. Знаешь, потом как-то, когда смотришь, вот женщины постарше возрастом, так вот, есть такие, которые татуировок очень много, ну, как-то не Да. очень так. Вот это вот. А вот именно убирать тату в 2 раза дороже или все-таки там не такие уж и цены? Да, убирать лазером дорого, очень дорого. Да? И плюс еще, это же не за один раз. Некоторым нужно и 5, и 7 сеансов. Мгм. Вот брать от... Она прям убирается, не остается ничего, или шрамы какие-то Нет, остаются? нет, остается. Остается? Полностью не, ее осветляю, очень сильно осветляю, для того, чтобы дальше перекрыть чем-то. Полностью весь пигмент вывести не получится, останется только какая-то грязь, вот как будто ну, простым карандашом размазали, как я вот так. Мгм. А, ну все С равно, да, то есть. нуля не вывести. Мгм. Так что думаем, когда делаем татуировку, думаем, чтобы не получилось так, что вы там потом мучаетесь. Я просто еще хотела случай своей жизни теперь опять же. Самый первый раз, когда я делала татуаж бровей, да, то есть классная вещь, я говорю, блин, встал, и ты уже красивый. Понимаешь, вот Мгм. тут я всегда с этого тащусь. Я говорю, девочки, сделайте один раз, не пожалеете. Ну, потом, да, надо будет подбивать, но все равно. И, короче, девушка делает и соскакивает, и, в общем, так, получается, мне так по носу прям. Представляешь, черта. То есть у меня уже ее брови сошли потом. А вот эта черта, она Мгм. прям черная такая была. И каждый подходил и пытался мне стереть. Понимаешь, то есть сделать ничего не могли. То есть я приехала к тату-мастеру здесь в Германию, он сказал, у меня лазера нет. То есть, ну, я тут просто на углу, как говорится, он там работал, я думаю, заскочу. То есть сделала я, конечно же, приехала в Украину, и мне там только смогли вот это сделать, и очень быстро. То есть там 2 раза там щелкнула этот лазер и ушел. Но каждый раз мне дочь смотрела на мой нос и говорила, мам, давай мы тебе татуировку мухи сделаем на носу. Я говорю, смотри, мало того, что мне, говорю, каждый подходит, пытается стереть, а то будет с хлопушкой еще за мной бегать. Да, У вот меня, рисунок хлопка уже есть. у меня дочь хохмачка, она иногда такие вещи добрые ко мне, знаешь, с такой добротой, теплотой относится. То есть, так, хорошо, Солнце. Ну, в принципе, наверное, мы с тобой так вот поговорили. Я хотела просто тебе еще немного рекламу сделать. Ты сейчас, вот в это время, ты сейчас занимаешься еще татуировками или пока нет? Конечно. Занимаешься. В какой стране ты сейчас находишься? Украина. В Украине ты сейчас. Хорошо. Друзья мои, смотрите. То есть Юля у нас находится в Украине. Город Киев, да? М? Зависло ты у меня. В каком городе? В Киеве? Нет, Днепропетровская. В Днепре ты у меня. Вот смотрите, дорогие мои, кто у меня в Днепре, кто хочет сделать татуировочку, пожалуйста, то есть данные будут стоять. То есть вы можете связаться с Юлей, добро пожаловать. Поэтому просто я видела, как она рисует. И я думаю, как тату-мастер, она тоже обалденная. Поэтому посмотрите, пожалуйста, на ее страничке, записывайтесь. Добро пожаловать, как говорится. Ну все, Юлечка, в принципе, я была очень рада тебя видеть. Вот Я ты, тоже. ты зря переживала, что у тебя будет, что первый раз это все, это только начало. Мы с тобой еще, знаешь, еще потом по мелочам пройдемся, там еще тут покажешь свои работы и все на свете. Так что еще не последний раз мы с тобой вместе. Ну, Окей.
Ну и, конечно, увидимся. Я очень надеюсь, что я в Днепре с тобой увижу, что я прилечу все-таки в конце концов. Я очень на это надеюсь на ближайшее время. Но посмотрим, как будет. Окей? Конечно. Ну, хорошо. Да, мои дорогие, все, мы прощаемся с вами. Хорошего всем вечера, чтобы у вас все получалось. И, пожалуйста, если вы что-то делаете, сначала вы думаете, а потом только делаете. До свидания. Ну, спасибо всем. Пока.